Сезон баклажанов уже начался, поэтому предлагаю вам сразу 3 рецепта из баклажанов, которые никого не оставят равнодушными и которые точно стоит попробовать. И первыми приготовим вкуснейшие маринованные баклажаны с перцем. Тот самый случай, когда словами и не передать, насколько это вкусно. Попробуйте. 2 крупных перца, вес примерно 400 грамм, смазываем растительным маслом. Кладем в форму для запекания, застеленную фольгой, и отправляем в разогретую духовку до 200 градусов на 30-35 минут. Пока запекается перец, готовим баклажаны, тоже 400 грамм, нарезаем их ломтиками толщиной примерно пол-сантиметра. Немного солим и обжариваем. Жарим на хорошо разогретой сковороде до румяной корочки с обеих сторон. Готовые баклажаны снимаем и выкладываем на бумажное полотенце, чтобы впитались излишки масла. Точно так же жарим все остальные. Баклажаны готовы, отставляем их пока в сторону. У меня уже прошло 35 минут, перцы готовы, перекладываем их в миску. Накрываем пищевой пленкой или крышкой и оставляем так на 15-20 минут для того, чтобы кожица легко снималась. А пока тонко нарезаем чеснок 3-4 зубчика и измельчаем зелень петрушки. Возвращаемся к перцу, снимаем с него кожицу. Дальше перец перекладываем на разделочную доску, а сок от него оставляем в миске, он понадобится для маринада. Убираем плодоножку и семечки. И нарезаем его на кусочки размером примерно как баклажаны. Готовим маринад. Смешиваем сок от перца, я его заранее процедила от семечек, 1 чайную ложку соли, 2 чайные ложки сахара, 1 чайную ложку сухих трав, у меня орегано, и 2 столовые ложки лимонного сока, можно заменить уксусом. Перемешиваем до полного растворения сахара и соли. Теперь добавляем 3 столовые ложки растительного масла без запаха, хорошенько перемешиваем до однородности. Маринад готов. В емкость, где будем мариновать овощи, выкладываем на дно баклажаны. Дальше выкладываем перец. Чеснок. И посыпаем зеленью петрушки. Чуть-чуть поливаем маринадом. И повторяем все слои. В конце заливаем овощи оставшимся маринадом. Накрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник минимум на 2 часа, в идеале на ночь. Маринованные баклажаны с перцем по этому рецепту получаются необыкновенно вкусные. Обязательно попробуйте так приготовить, буду ждать ваши отзывы. Следующими приготовим котлеты из баклажанов. Очень интересный рецепт, готовятся из самых простых продуктов, получаются оригинальными и очень вкусными. В первую очередь очищаем баклажаны от кожицы.
и нарезаем на небольшие кусочки. Точно так же на небольшие кусочки нарезаем лук. Пропускаем их через мясорубку. Перекладываем в дуршлаг. И отставляем так в сторону, чтобы стекала лишняя жидкость. Дальше на мелкой терке натираем морковь. Перекладываем ее в миску. Сюда же выкладываем баклажаны с луком. Выдавленный через пресс чеснок, муку и соль. Тщательно перемешиваем. Теперь добавляем взбитое яйцо и еще раз хорошо перемешиваем. Основа для котлет готова. Теперь подготовим картофель. Натираем его на крупной терке. Добавляем к нему взбитое яйцо, соль и перец по вкусу. Хорошенько перемешиваем. И начинаем формировать котлеты. Для этого выкладываем на ладонь немного картофеля. Сверху выкладываем овощной фарш из баклажанов. И закрываем его еще слоем картофеля. Хорошенько прижимаем со всех сторон и придаем форму котлеты. Таким образом формируем остальные котлеты. Приступаем к обжариванию. Хорошо разогреваем сковороду и убавляем огонь на средний. Выкладываем котлеты. И обжариваем их до румяной корочки под накрытой крышкой примерно 5 минут. Одна сторона готова. Переворачиваем их. Точно так же обжариваем до румяной корочки. Обжаренные котлеты снимаем со сковороды и перекладываем на форму для запекания. Теперь отправляем котлеты в духовку, чтобы они дошли до готовности, на 15-20 минут при температуре 150 градусов. Пока котлеты запекаются, приготовим к ним соус. Для этого в майонез добавляем сметану, выдавленный через пресс чеснок и нарезанную зелень укропа. Хорошенько перемешиваем, и соус готов. Котлеты готовы. Перекладываем их на тарелку и подаем. Такие котлеты получаются очень вкусными, сочными, нежными. В сочетании со сметанным соусом просто объедение. Обязательно попробуйте приготовить. И в завершении делюсь рецептом вкуснейшей закуски из баклажанов. Еще одна закуска, которую сколько ни готовь, всегда будет мало. Очень вкусная. В первую очередь отвариваем баклажаны до полуготовности. Опускаем их в кипящую подсоленную воду. Убавляем огонь на средний, накрываем крышкой и варим 10 минут.
У меня уже прошло 10 минут. Снимаем кастрюлю с огня, а баклажаны выкладываем на доску. Сверху накрываем второй доской, немного прижимаем. На нее ставим что-то тяжелое, у меня это миска с водой. Под прессом оставляем баклажаны на 1 час. За 30 минут до готовности баклажанов подготовим остальные овощи. Морковь натираем на терке для моркови по-корейски. Соломкой нарезаем болгарский перец. Измельчаем зелень петрушки. В последнюю очередь нарезаем баклажаны на брусочки. Дальше смешиваем в миске болгарский перец, морковь, зелень петрушки, выдавленный через пресс чеснок, приправу для моркови по-корейски, сахар и соль. Хорошенько все перемешиваем. Теперь добавляем баклажаны, уксус и горячее растительное масло. Аккуратно перемешиваем. Накрываем миску пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 2-3 часа, после чего их можно уже подавать. Как видите, приготовить баклажаны по-корейски по этому рецепту очень просто, а получается ароматно, сочно и очень вкусно. Просто объедение. Обязательно попробуйте приготовить. Поделитесь в комментариях, какой именно рецепт вам понравился больше всего, а также поделитесь отзывами, когда что-то из этого приготовите. Также не забудьте поставить лайк, если рецепты вам понравились или если просто хотите меня поддержать. Всех благодарю за внимание и до новых рецептов!